день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня у меня для вас новая блуза. Блуза из трикотажа двунитки. Вы эту ткань видели в моем большом обзоре, который вы можете посмотреть по ссылочке. Вид спереди. Блуза с запахом, запах до боковых швов. И вид сзади. Вот такой же запах и по спине. Блузочка получилась, она очень простая, мы ее сейчас с вами пошьем за 15 минут. Все элементарно, без особых построений, все очень просто. Двунитка с люрексом, люрекс внутри, вот вы видите этот чудесный блеск. Изнаночка мягкая, приятная на ощупь. Все сколола, предварительно срезала кромочку. Кромка у нас проходит вот с этой стороны. Длина ткани 1,20 м, со сгибом получилось 60 сантиметров. Я вколола 2 иголочки, вот здесь 60 сантиметров. Сгиб здесь и центр ткани тоже вот со сгибом. Здесь 2 сгиба вместе. Сложила, сколола. Теперь приступаем. Также у меня подобрана готовая на манжеты ткань. Это так называемая ткань резиночка, которой я планирую обрабатывать манжеты по поясу и по рукаву. Значит, эта ткань прекрасно подходит вот под мою двуниточку, вы видите. Но у меня 2 варианта будет вам предложено. Первый вариант это с использованием этих манжет, а второй вариант без них. Длина этой готовой полосы 1,50 м. Теперь приступаем к раскрою. Модель простая, как я люблю, поэтому все сразу буду делать на ткани. Здесь у меня вместе 4 слоя ткани. Я дважды сложила. Один раз сложила к центру ткани, а второй раз перегнула ее длину. И получилось 60 сантиметров. Вот мне необходима длина. Теперь от края, резанный край, я отступаю 6 сантиметров. И 6 сантиметров это у меня вот будет мой подворот. Подворот 6 сантиметров. Соответственно, если ширина ткани 1,5 метра, в сгибе 75 минус 6 остается 69 сантиметров. Значит, вот здесь мой подворот. Подворот по переду моих 2 половинок. Это 2 половинки симметричные ткани. Теперь по сгибу вот с этой стороны будут мои рукавчики, пришиваться манжеты. Я наметила, вот здесь 2 иголочки поставила. Здесь 20 сантиметров, а здесь 25. Теперь я соединяю, вот там, где иголочка 25 сантиметров, я соединяю с моей точечкой 60 сантиметров и 6 сантиметров от края. И мне нужно вот по этой линии разрезать ткань. Вот я сейчас намечаю мылом. Эта линия, это будет низ моей блузы, моей такой праздничной нарядной кофточки, которой вот к этому низу будет пришиваться или же басочка. У меня вот в этой части, вот здесь не случайно сгиб, потому что я буду этот треугольничек использовать. Вот один треугольник это перед, второй треугольник это спинка. А здесь вот эта часть это подворот и мой запах. Запах будет и по переду, и по спинке. Причем
запах будет до бока. Чтобы вся эта конструкция четко держалась на плечах, необходимо запах, вот эта точка у нас на боку. Здесь я изобразила 50 сантиметров длиной, вставила булавочку. Это второй мой бок. Теперь мы делаем линию. Эта линия перпендикуляр к сгибу. И с этой стороны вот также перпендикуляр к сгибу. Здесь прямоугольный угол четкий. И от этой точки, вот она у нас образовалась, я теперь соединяю с моей булавочкой. Вот здесь вот расстояние 20 сантиметров. Эта часть у меня вот здесь вот будет пришиваться в одном варианте к манжету, а в другом варианте будет вот без сборки, ровно по низу рукава. Это вот мой низ рукава. Вот я перпендикуляр соединяю вот таким образом. И вот здесь я делаю небольшое закругление. Это будет мой бок, переходящий в рукав. Моя мышка такая. Так, теперь я все это вырезаю. Даю припуск. Поехали. Оп. И вот здесь я аккуратненько закругляю. Оп. Так, все. Крой произведен. Теперь нам же нужно разрезать наш сгиб. Вот. И мы отсекаем. А теперь вот так разворачиваю и разрезаю. Это низ рукавчиков. Какая красота! Разрезали. Теперь, учитывая, что здесь у меня будет подворачиваться вот этот край, то я, соответственно, сгибаю по этой точке. И вот это вот лишнее также удаляю. Все. Вот такой незамысловатый крой. Сейчас я удаляю булавочки и разъединяю эти две детали. Вот таким образом. Здесь мне нужно 6 сантиметров. Это верхняя часть, наше плечо, наметить. Вот я перегибаю вот так и вот в этой части фиксирую. И я планирую верхнюю часть вот здесь на плече задрапировать. Причем я хочу задрапировать, а сгиб у меня будет фиксатор этой драпировки. То есть я драпирую до подворота, делаю строчку, стягиваю ее и фиксирую на мой подворот. Вот здесь у меня будет на плечах с двух сторон планируется драпировочка. Так, значит, это одна часть моей блузы и вторая часть моей блузы. Ну вот, вы увидели идею. Вот здесь у меня в плечах драпировка. Это вся часть, это низ изделия и рукавчики. А внизу я вам показывала мои выпады. А так как я люблю, чтобы производство было безотходным, поэтому здесь у меня получается вот такая интересная басочка. Их две детали, перед, спинка. Но что-то здесь еще может получиться. Длина ее может быть различной. Можно здесь даже сделать и нашу кофточку платьем, потому что длина позволяет. Тут интересные уголочки можно
задрапировать с одной стороны. То есть тут еще с этой басочкой можно поработать. Так, и второй вариант, это вариант вот с таким чудесным манжетом. Манжет по низу и манжет на рукавах. Так, приступаю. Собираем. Здесь у меня всего 3 шва. Первым делом мне нужно сострочить вот мои шовчики, вот 2 бока. Потом соединить между собой 2 слоя. И низ можно немножечко припосадить, собрать. Ну и пришить или же баску, или же манжет. А вверху обязательно предусмотрена драпировка. Ну, здесь можно ее сделать или же кулисочку втянуть, так чтобы кулиска проходила по спинке и фиксировала спинку, и спинка наша не разваливалась. Ну, можно завязочки сзади на спинке сделать в районе горловинки, можно перестрочить, чтобы оно держалось. Ну, это мы сейчас с вами все посмотрим на примерке. Вы видели, все максимально просто, но опять же есть люди, которые очень любят схемы, поэтому для них у меня заготовлена схема. Видно основные размеры. Еще и здесь напишу сгиб, а это край, кромка. Расход ткани 1,20 м при ширине 1,5 метра. Вы, конечно же, можете корректировать под себя. Это на мой размер талия. Кому-то, может быть, захочется сделать здесь поменьше, рукавчик заузить. То есть корректировки вносим. Я даю идею, все максимально понятно и просто. Собираю прямой строчкой на сметку. Под растяжку сшиваем. Я взяла розовую нитку для того, чтобы потом легко удалить эту сметку. Вы также все это предварительно сметываете и смотрите уже на себе результат, где чего вам захочется подкорректировать. Все мягко, легко соединилось. Такое же я делаю на второй стороне. Так. Эта ткань мне реально не давала покоя, находясь в нераскроенном состоянии. Ну и утром, как всегда, мне пришла эта идея. Реально в момент пробуждения, как у рыбака на рыбалке с первыми лучами солнца, так и здесь тоже. Главное запомнить эту идею и реализовать. Не упустить рыбку, потому что идеи быстро забываются, откладываются на потом. Но вот благодаря моему каналу, общению с вами, я теперь, это мой стимул, все эти идеи тут же отрабатывать и дарить вам. Раньше идеи я предлагала своим клиентам в ателье, ну а теперь у меня появились мои замечательные подписчики. Я вам очень признательна. Мы с вами вместе работали в прошлом году, год моему каналу на YouTube. Сострочила наш бок, завернула подворот и приколола булавочкой этот подворот. Конечно же, вот запах он должен быть на женскую сторону, вот справа. Важно на боковой шов наш верхний слой переда нашего запаха вот здесь вот заколоть с подворотиком сразу. Вот я это все сделала. И дальше мой боковой шов и внизу нижний слой. Она получается практически двойная кофточка, такая тепленькая. И здесь мне также нужно зафиксировать, потому что я буду делать строчку. Так, мягкая, красивая. И по центру. 2 слоя вместе зафиксировала. Теперь вторую часть также нижний подворот делаю. Вот так.
Это наши бока. Теперь второй бок. И мы можем соединить вот между собой эти слои. Я работаю дома на машинке Бразер. Привыкла работать на промышленном оборудовании, на сирубах. Ну, разное оборудование у меня в ателье. Дома машинка очень деликатная, медленная, раскачивается. Ну, для творческого поиска меня она вполне дома устраивает. Собираю на примерку. Еще это изделие на себе не мерила. И также мне интересен результат. Все по кругу прошла. Две половинки соединила между собой вот в районе талии. Линия будет чуть ниже талии. Теперь драпировочка по плечам у нас. Делаю от булавочки до булавочки драпировочку по плечику. И посмотрим, что у нас получится. Я сразу ниточки перевожу на изнанку, чтобы они у меня не болтались. Стягиваю. И можно завязать эти нитки. Опять же, это все я показываю как образцово-показательно. Все это буду распускать и вырабатывать уже в сером цвете. Будет обрабатываться края верлачком. Вот это планируется на плече. И здесь, ну, я сейчас зафиксирую к подвороту. Опять же, может быть, захочется на примерке переместить эту линию по плечу. Это мы посмотрим. Вот я зафиксировала мою драпировку. И этот шов одновременно зафиксировал наш подбортик. Вот таким образом. То же самое с другой стороны мы делаем. Собрала блузу на примерку. Ну и вы видите, что у меня получилось. Вот мой верх. Блуза, в принципе, она сейчас уже допустимой длины. То есть сейчас уже начинается многовариантность. Вы видите в таком варианте, когда достаточно подшить низ и вставить резиночку, чтобы оно было коротенькое. Вы видите рукавчик, который может быть такой с подворотиком, может быть зауженный, может быть тоже собран на кулисочку, на резиночку. Могут быть шнуровочки здесь. Вот вы видите вид сзади. Запах до бока с одной стороны и с другой. И за счет того, что драпировка на плечах и заход до бока, все это фиксировано, я ощущаю на плечах. Но можно сделать перепоночку по спинке, которая уже наверняка вам это все зафиксирует, не будет двигаться. Также вы можете на свой вкус сюда подставить подплечник, то есть это уже индивидуально. Драпировка желательно на все плечо. Первоначально я сделала на 6 сантиметров на подворот, но мне захотелось драпировку расширить. Вот по длине плеча. Теперь мои выпады, вот два кусочка с нашего кроя. И что мы можем с этим сделать? Ну, вот вы уже видите, что здесь может быть вплоть даже платье длина мини для молоденькой стройной девочки. А можно, я вот сейчас смотрю, можно прекрасно сделать полноценный
двойной манжет. Вот это перед, и второй кусочек пойдет на спинку. Вот такой низ блузы. Ну, праздничная, нарядная, красивая блуза. Также можно, допустим, оставить какой-то вот этот вот хвостик с одной стороны. Ну, или же завязать его, задрапировать, сделать креатив еще и в этой части. Ну, может быть и достаточно просто. Вот вы видите такой вариант нашего блузона. Широкий свободный рукав. И хотя, опять же, вы на свой вкус можете приподнять вот эту линию, то есть все индивидуально. Я люблю такие свободные, объемные модели, кто-то более прилегающий силуэт, поэтому смотрите сами. Ну и последний вариант, это с моим готовым манжетом, вот такой пояс планируется пришиваться к моей блузочке. Вот вы видите, вот такой, можно сказать, спортивный элемент, вот эти две полосы по манжету проходят. И такой же вариант будет на рукаве. Поэтому я себе сделаю вот такой вариант окончательный, раз уж так у меня все хорошо подобралось. Ну вот рукав и манжет на талии. Вот три варианта: укороченный, потом с манжетом из основной ткани и вот с таким довязиком чудесным, с люрексом. Все это с одного отреза длиной 1,20 м. Ну а вы, мои дорогие, пишите в комментариях, какой вам вариант более по душе понравился. Мне очень интересно. Вот такой вот блуза-экспромт у меня сегодня для вас получился. Сейчас я эту резиночку буду пришивать к блузочке. Но для этого я сделаю прямо на себе. Вот так вот пойму, сколько мне нужно, чтобы эта резинка хорошо сидела, плотненько. Вот мой заход. Я ощущаю резиночку на себе. Вколю. Да, даже и вкалывать не надо. Я вот сразу отрезаю. Отрезаю ножничками. Все очень быстро. Хоп. Так, теперь то же самое я делаю по руке. Ну, вот таким образом проходим. Так. Ну и с учетом припусков вот моих два манжета. Даю припуски сантиметровые, то есть в общей сложности 2 сантиметра. Так, отрезали. Вот мой манжет. Так, ну можно даже по 1,5 сантиметра вот здесь зашивать смело. Длина манжета у меня получилось 22 сантиметра с припусками. А по поясу получилось 46 на 2, 92 сантиметра. Так. Под растяжечку. Вверх мы отмеряли, верхняя часть у нас 1 метр, а здесь 92 сантиметра. Ну, вы уже под себя индивидуально. Может быть, кому-то больше, кому-то меньше. Тут уже смотрите. Ну, моя, это как заниженная талия вот здесь. Я сейчас вам скажу. 92 сантиметра. То есть один в один с моим довязиком. Это все для того, чтобы вы уже под себя ориентировались с моей схемой и с моим предложенным вариантом. Остался кусочек довязика. И что же с ним сделать? Просто, может быть, здесь еще быть такая врезочка на нашей драпировке. Да, вот 2 полоски, сержантские погоны, вот такие детали на плечо. Может получиться чудесная такая нашивочка, врезочка. Ну, варианты творчества безгранично. В чем его и прелесть? Вы увидели многовариантность
сам себе модельер. Хочу так, хочу сегодня так, а завтра по-другому. Поэтому все в наших умелых ручках. Ну а сейчас быстренько на машиночку. И вы уже увидите окончательный мой вариант, в котором я надеюсь еще сегодня встретить Новый год. Хотя у меня дилемма. Или же предыдущее платье, вы можете посмотреть по ссылочке, меня ждет, или вот новая блуза. Хотя цвет этот модный, и предлагается встречать Новый год вот конкретно в таком серебристом цвете. Буду вся сиять. Сиять такой, как снежная королева. Ну, а там не за горами День влюбленных, 8 марта и много-много праздников. Так, все, приступаю. Отвлеклась. Очень важно, чтобы наши полосочки совместились. Поэтому тут уже нужно не полениться и вколоть булавочки, причем в начале каждой полосочки. Вот так вот. Так, ну и наш сгиб. Тоже, чтобы было все максимально четко. Вот что получилось, результат. Ну и манжеты по такому же принципу. Обязательно булавочки. Учитывая, что люрекс, но сейчас это очень модно, это в тренде, поэтому делаем себе праздник, создаем, делаем себя красивыми, несмотря на серые будни, и поднимаем настроение себе и окружающим. Желательно манжет в разутюжку. Вот я вот сейчас разложила швы, и очень все вот здесь мягко и аккуратно. Так как это все внутри, можно не обрабатывать оверлоком, не добавлять дополнительную грубость. Вот достаточно прямо строчкой собрать. Так. Ну и примерка, завершающая примерка. В принципе, можно немножко плотнее, хотя я люблю поддергивать, поэтому пусть остается такой. Говорила, что нужно сделать 1,5-сантиметровым швом, а сострочила сантиметровым. Ну ничего, перестрачивать не буду. Манжет предварительно собираю на ниточку, так чтобы он немножко по размеру соответствовал нашему довязику. Так, и второй рукав также собираю на сборку. Все, собираю, немножко стягиваю ниточку, чтобы наколоть наш манжет, приколоть. Ну вот равномерно делаю сборочку, накалываю. Я строчу по довязу. Он у меня перекрывает трикотаж, и одновременно вот я под довязом подпихиваю и сборочку выравниваю. Достаю булавочки, пристрочила. Потом, конечно же, это все нужно будет оверлочком пройтись обязательно. Сейчас смотрим, что получилось. Ну, вот такая у меня получилась сборочка на моем довязике. И точно так сейчас я делаю второй манжет. Вот больше сделала сборку сверху, а вот здесь в районе шва такую незначительную сборочку. То есть вся пышность сверху. Пришила 2 манжета, а сейчас пришиваю пояс под растяжку. Зафиксировала по боковым швам и подрастянула и заколола. Вот видите, булавочки прихватила блузу к моему поясу. В растянутом состоянии. Вот все
равномерно распределилось. Так, пришиваю. Также по довязику я строчу и аккуратно смотрю и проверяю, чтобы у меня все снизу хорошо выкладывалось. Так, потихонечку, и все быстренько сделали. Вот готовый вариант. Все, что у меня получилось, вы были свидетелями всех этапов создания этой блузы, начиная с раскроя. Может быть в любом трикотаже, однотонном, с принтом, с люрексом. Ну, уже тут как вы себя в этом изделии увидите. Я сделала на довязике, на резиночке пришивной готовой. Ну, а возможны другие варианты, о которых мы говорили с вами выше. Меня все устраивает, руки поднимаются, рукавчик может быть выше подтягиваться. То есть тут уже все очень удобно, держится на плечах. Вот вы видите спинку сзади, все лежит, никуда не сваливается. Ну, можно закрепить или застрочить. Тут уже, опять же, как вы сочтете нужно. Везде здесь вот мягко наш подборд лежит, подворот не выворачивается. Его достаточно закрепить по драпировочке, и он входит в боковые швы. И, в общем-то, все хорошо лежит. Но можно, конечно же, обработать оверлочком и вручную закрепить под растяжечку, так, чтобы совсем все было идеально. Ну, мы с вами знаем, как оно должно быть. Мы любим, когда все красиво. В этом году у нас целый год впереди. Будем творить, создавать красоту, радовать себя и окружающих. Ставим пальчик вверх. Конечно же, пишем в комментариях, какой вариант вам больше нравится. Укороченный, с манжетом, без манжета, с манжетом из основной ткани. Люблю читать ваши комментарии. Они меня мотивируют на работу, на новые видео. Ваша подписка на мой канал меня также вдохновляет. Я вижу, что вам интересно, и продолжаю активно трудиться для вас. Всех люблю в новом году. Всем желаю счастья, здоровья, процветания, успехов, хорошего настроения и всего побольше хорошего. Впереди много интересного. До скорых встреч. Пока-пока.